Всем привет! Мы находимся рядом с одним из самых старых и знаменитых винтажных магазинов сумок в Милане. С вами Анна Куц. Уже год назад я начала переговоры с семейством, которое держит этот магазин. И сегодня мы пришли делать съемку, и владелец магазина расскажет нам все о том, как они ищут и выбирают эти винтажные сумочки, как отличить подделку от оригинала, как выбрать сумку мечты, которая станет инвестицией. И, в принципе, он готов показать нам весь свой ассортимент, рассказать все цены и фишки. Прежде чем мы окунемся в этот мир винтажной роскоши, подписывайтесь на мой канал, потому что здесь вы найдете все о моде в России, в Милане и по всему миру. Я показываю то, чего вам не покажут ни на одном другом канале. Ну что, погнали? Buongiorno. Здравствуйте, как вас зовут? Роберто. Расскажите нам, как давно вы открыли этот магазин? Итак, мы открыли этот бизнес 25 лет назад. Да, в следующем году ему исполнится 25 лет. Конкретно этому магазину 15. До этого у нас был бутик в другом районе Милана, но затем мы переехали в район, где мы сейчас находимся, из стратегических соображений. Теперь мы территориально находимся на равном удалении от Линате, это внутренний аэропорт, куда удобно прилетать из Парижа и других европейских столиц, а также от центра и центрального вокзала. Когда мы только начинали, нашими клиентами были по большей части иностранцы, нежели итальянцы, потому что тогда винтажный люкс в Италии еще не выстрелил так, как сейчас. А почему? Потому что тогда еще не было этой культуры, и мы были одними из первых, кто начал собирать винтаж. Особенно пусто было в Лацио, это регион Италии, где находится Рим, куда мы поставляли редкие сумки, такие как Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Dior и так далее. Мы выкупали эти вещи за свои деньги, а не заказывали под клиентов за их деньги, как сейчас. Тогда мы покупали их сами, затем выставляли на продажу, и сначала наши клиенты были на 80% иностранцами. Именно поэтому мы в эту локацию и переехали. Она была стратегической, как я уже говорил, чтобы из любой страны могли до нас добраться наши клиенты. Мы работали хорошо и самоотверженно, и можно сказать, что нам повезло. Мы стали довольно известными сначала среди иностранцев, теперь среди итальянцев. Они тоже часто заезжают к нам в гости. А из каких других стран к вам приезжают? Со всего мира. К нам заходят австралийцы, канадцы, много американцев, люди из Северной Европы, из Нидерландов, Англии, со всего мира, в общем. Даже из Южной Африки, отовсюду. А русские приезжают? У нас было много клиентов из России, в настоящий момент их, конечно, меньше, но да, у нас есть клиенты из России. Мы всегда сотрудничаем с ними с большим удовольствием, потому что вкус схож с нашим европейским. У российских клиентов есть чувство стиля, и они всегда выбирают у нас очень-очень красивые вещи. Большое спасибо, очень приятно. Вы упомянули, что ваш племянник был женат на русской девушке. Да, мой племянник женился на очень милой и талантливой русской девушке, которая училась здесь в Миланском университете, изучала моду и дизайн. Они встретились, влюбились друг в друга, поженились, и теперь у них 2 замечательных детей. Живут все еще здесь, в Милане. Прекрасная история. Все потому, что русские девушки очень красивые. Вы согласны? Да, это правда, очень красивые. Но прежде всего, они настоящие, очень хорошие. Спасибо большое. Теперь, если позволите, хотелось бы посмотреть на сумки. Сколько у вас их в этом магазине? Так, на обоих этажах, я думаю, около 150 сумок. Может быть и больше. Кроме сумок, мы продаем винтажные украшения. Можете также рассказать, как вы ищете сумки, по какому принципу вы их выбираете? Что ж, после 25 лет работы я могу с гордостью сказать, что мы создали сеть проверенных контактов, как среди частных клиентов, так и среди тех, назовем их искателями или ищейками, которые прежде всего работают в Европе.
Эти наши сотрудники знают, что нам нужна сумка определенного типа, с определенными характеристиками, сертификацией. И когда такая появляется, они связываются с нами, а мы у них ее выкупаем. Хочу подчеркнуть, что эти люди не перекупщики, а просто занимаются поиском именно для нас. Поэтому я называю их искатели, хотя может показаться, что такое название немного унизительным, но я не закладываю такой смысл. Есть 4-5 человек, которые сотрудничают с нами уже 15 или 20 лет и хорошо понимают, что нам нужно. Есть еще частные клиенты, которым, например, подарили сумку, а они больше не хотят ее носить, либо хотят поменять на другую. Как интересно, это огромная работа. Спасибо. Можем теперь посмотреть на некоторые сумки. Покажите нам самые интересные, самые старые, самые дорогие или редкие. Так, в мире винтажной роскоши, очевидно, самая желанная сумка — это сумочка от Hermès. На данный момент у меня их не так много, как было какое-то время назад, потому что на Рождество мы продали некоторые экземпляры. Жалко, что не смогу показать, потому что это были весьма особенные экзотические сумки. Ничего, для нас все будет интересно. У меня есть для вас 2-3 довольно интересные сумки Hermès. Потом, возможно, посмотрим и другие бренды. Давайте начнем с этой. Это Kelly. Эту сумку мы называем Naturel, и она интересна тем, что Hermès вряд ли будет снова ее воспроизводить. Дело в том, что это очень сложно. Сумка выполнена из натуральной кожи, не тронутой, не окрашенной, то есть это природный материал, не полированная и не обработанная поверхность. При этом посмотрите на ее идеальное состояние. Это натуральный цвет кожи без изменений, поэтому сумка называется Naturel. Эта сумка была произведена в 1998 году. И сколько стоит такая Kelly? Эта сумка выставлена за 14 800 евро. Какие документы вы предоставляете клиентам, чтобы подтвердить оригинальность сумки? Этот вопрос очень важен. Да, оригинальность такой сумки – очень важная вещь. К счастью, за долгие годы работы мы приобрели большой опыт в этом. И в случае сомнений у нас даже есть возможность обратиться к профессионалам модного дома, которые дадут подтверждение. Все, что мы продаем, от самой дешевой до самой дорогой вещи, мы сопровождаем юридической гарантией розничного продавца. И это официальная гарантия, в которой указан год производства сумки и которая подтверждает оригинальность сумки. Это такая же гарантия, как если бы вы покупали драгоценный камень или бриллиант. Мы даем на все наши сумки гарантия оригинальности, она действует бессрочно. А поскольку ответственность за эту гарантию перед законом Италии несем мы, то, соответственно, мы очень внимательно относимся к тому, что продаем и что покупаем, и досконально проверяем каждую сумку, как с помощью собственного опыта, так и с помощью экспертов из модных домов, которые довольно легко могут установить, является вещь оригиналом или нет. Без самой тщательной проверки и гарантии мы не выставляем вещь на продажу. То есть все сумки, которые вы продаете, всегда только оригиналы и со всеми документами. Да, всегда. Очевидно, что в большинстве случаев у сумок за древностью лет нет чека о покупке, поэтому мы сами проводим экспертизу, но подтверждение в любом случае всегда есть. Покажите нам самую дорогую сумку из всех. Вообще они все плюс-минус одинаково стоят. Наверное, на данный момент вот эта сумочка самая дорогая. Она стоит 18 тысяч евро. Вау, можем ее тоже поближе посмотреть? Это цена, которую диктует нам рыночный спрос, потому что на данный момент на рынке лакшери и винтажа более популярны сумки меньшего размера. Примерно 8-10 лет назад в топе запросов, которые к нам поступали, были сумки 35 сантиметров. Но сейчас рынок изменился, и люди больше предпочитают сумки маленького размера. Да, спрос на маленькие сумки значительно увеличился, и это вызвало скачок цен. Здесь указан год, когда была произведена эта сумка, да? Да, это сумка 2011 года.
Снаружи кожа розовая, внутри красная. Цвет внутри называется тоска, а снаружи тириен. Кожа в этой сумке достаточно жесткая, за счет чего сумка держит форму и никак не повредится, если ее смять. Это редкость для таких сумок. Это редкая сумка редкого цвета, и она 2011 года и стоит 18 800 евро. Ну, мне идет, как вы считаете? Что больше идет, та бежевенькая или эта? Давайте посмотрим эту сумку, и потом у меня есть к вам один интересный вопрос. Да, конечно. Посмотрим еще одну Hermès. И дальше можем перейти к другим брендам, если хотите. Эта сумка называется Арлекин, потому что в ней 6 цветов. 6 цветов. 1, 2, 3, 4, 5. Anche questo. Sì. Она мягче и легче, чем предыдущие, и она тоже редкая, потому что выполнить шестицветную сумку не так просто. Эта сумочка выпущена в 2012 году, и стоит она 18 200 евро. Сколько у вас примерно клиентов в месяц покупают сумочки Hermès? Ну, это зависит от сезона. На Рождество всегда больше покупают. А самый успешный сезон это какой? Это когда мы продаем по 15 сумок в месяц. Так а какие это месяцы? Ноябрь? Вы знаете, это часто еще зависит от того, какие праздники проходят в Милане. Когда наплыв туристов, например, когда проходит неделя дизайна или неделя моды, поэтому мне трудно выделить какой-то один или несколько месяцев, бывает по-разному. Ну и вы спросили про Hermès, а у меня еще и остальные бренды покупают. Chanel, Louis Vuitton. Да, мы сейчас их посмотрим тоже. Но сначала у нас есть очень интересующий вопрос. Мы все знаем, что есть огромное количество фейков. Что вы думаете об этом рынке? О, это то, с чем мы стараемся бороться, насколько возможно. На мой взгляд, есть две самые ужасные вещи в этом. Во-первых, те, кто производит подделки, в основном находятся за пределами закона, скажем так. Те, кто эти подделки покупают, вероятно, даже не осознают, что отдают свои деньги той части мира, где законы действуют плохо, и, вероятно, позже эти деньги будут использованы для других нелегальных видов деятельности, которые могут быть гораздо хуже, чем подделка сумок. Поэтому мы очень и очень осторожны при выборе нашей продукции. К сожалению, рынок фейков существует и будет продолжать существовать, и с этим сложно бороться. Мы пытаемся всеми способами, даже сотрудничали с полицией, но это очень сложно еще и потому, что все эти производства очень хорошо организованы, и в них крутятся огромные деньги. Но есть еще одна сторона, которая, возможно, даже хуже для вас, как для конкретного покупателя. А именно, сумки незаконного происхождения, например, краденые. Никому не пожелая оказаться в ситуации, когда ты находишь в соцсетях продавца, который предлагает как будто очень выгодную сделку. Например, сумку Hermès вдвое или втрое ниже, чем в среднем по рынку по цене. Но это все равно чаще всего большие деньги. И заплатив их вору, ты становишься владельцем краденой вещи. Профессионал, который выкупил оригинальную сумку легально, никогда не продаст ее за пару сотен евро. Это всегда цены в 4, 5, 6, 8, 10 тысяч евро. Поэтому, когда вы найдете предложение, где цена на сумку намного ниже, чем у всех остальных, будьте осторожны. Так не бывает. Представим ситуацию. Я накопила 20 тысяч евро и хочу купить сумку Hermès. Есть огромное количество байеров, и, к сожалению, известны случаи, когда они действовали недобросовестно. Как не напороться на обман и точно знать, что покупаешь оригинал, а не подделку? Первая рекомендация – это обращаться только к кому-нибудь из ваших знакомых, в ком вы точно уверены. Если такого человека-байера нет, то хотя бы к кому-то, у кого есть подтвержденная история. Это может быть также магазин с многолетней положительной репутацией. Например, у нас на сайте можно отследить всю историю нашей деятельности. Все условия нашей работы с физическими и юридическими лицами прозрачны. Мы зарегистрированы в торговой палате, и у нас есть все разрешительные документы. Вот такой набор вы должны увидеть. Второе, как я уже говорила ранее, покупайте только у людей, которые предоставляют заверенную гарантию на сумку. Третье. Сравните предлагаемую вам цену от байера со среднерыночной. Цена не должна быть завышена или занижена. Это важно. Ранее я уже объяснял подробнее, почему.
Но, конечно, по моему мнению, такие вещи, как редкая сумка от Hermès, это то же самое, что выбирать картины, дорогие часы или драгоценности. В идеале нужно иметь своего человека, которому вы можете доверять. Но все равно быть всегда начеку и не пренебрегать моими рекомендациями в плане документов и гарантий. Хорошо, а я могу как-то еще сама на глаз отличить оригинал от фейка? Или это сложно? О, нет, это очень непростая задача. Но я хочу сказать, что если человек, купивший сумку, ухаживает за ней так, как это происходит в моих мечтах, то есть бережно, то тогда вы можете спустя 1-2 года отнести ее в модный дом. Например, на чистку. Допустим, в Hermès, Chanel или Dior они предоставляют такие услуги. И если сумка не будет оригинальной, они вам ее вернут. Именно поэтому нужна официальная гарантия от человека, который вам ее продал. К счастью, я не знаю ни одного случая, когда гарантия бы оказывалась поддельной, но в случае, если у вас есть бумага, вам есть хотя бы кому предъявить претензии. Подытожим, гарантия плюс репутация человека, который продает. Это главное. Да, бывают случаи, когда предоставляют гарантию от третьих лиц. Мы предпочитаем давать нашу личную, поскольку это наше лицо, наша ответственность и репутация. Можете показать сумочку, которая лично вам дорога? Может быть, не самая дорогая по цене, но интересная дизайном, деталями, историей. Да, конечно. Кстати, хотела еще добавить, есть люди, которые считают, что можно отличить оригинальную сумку от подделки, если понюхать ее внутри. Типа подделка будет пахнуть клеем, а не швом. Это немного наивное убеждение, потому что есть подделки, сделанные так хорошо, что от оригинала их очень сложно отличить. Разница будет едва отличима и будет заключаться только в качестве шва, потому что для оригинальных сумок используются машинки Chanel, Hermès, а их стоимость так высока, что в подделывании сумок в таком случае не будет никакого смысла. При работе на этих машинках можно будет смело повесить вывеску Chanel на свой магазин фейков. Это будут, по сути, оригинальные сумки. Хочу спросить еще насчет инвестиций в сумку. Вот я купила у вас винтажную Hermès. Через 3 года она будет дороже, дешевле. Как это работает? Расскажу историю из недавней практики. На днях я купил пару новых сумок для клиентки. А она взамен продала мне 2 своих старых, которыми она решила больше не пользоваться. Так вот, мы за старые сумки заплатили ей больше, чем она заплатила нам за новые. Но моя задача как продавца и владельца бизнеса, конечно, зарабатывать, а не просто развлекаться. Поэтому могу сказать так. За 25 лет моей работы эти сумки всегда дорожали. И спрос на них становится больше с каждым днем. Поэтому на данный момент, да, это хорошая инвестиция. За 5 лет они только вырастут в цене. Это одна из моих любимых сумок. Почему? Потому что она мне просто нравится. Ах, дорогая, в моде иногда нет причин и конкретных аргументов, по которым вам нравится что-то высокое и дорогое. Вы просто влюбляетесь в вещь, и все. На мой взгляд, все гениальные вещи должны быть простыми, а это как раз одна из них. И мне безумно нравится вот эта цепочка с лентой из кожи. Это самая настоящая классика, модель 2,55, размер 25 сантиметров. Их вообще-то 4 разных размера: 20, 25, 30 и 35 сантиметров. В последнее время, как мы уже с тобой говорили, гораздо популярнее маленькие размеры, поэтому эту мы называем средней. Я влюблен в бордовый цвет внутри отделки. Кстати, он сейчас максимально в тренде. Да, и как шикарно он контрастирует с черным. А еще я хочу рассказать про вот этот кармашек внутри. Как видишь, там нет внутри подклада, и легенда гласит, что это секретное отделение было изобретено для любовных писем, которые получала женщина от мужчины. Сейчас у нас у всех телефоны, ватсапы, телеграммы, и это больше не нужно, разве что билетик на миланский трамвай туда можно положить.
Но это невероятное напоминание о нашей истории, что были времена, когда для того, чтобы скрыть от посторонних личные сердечные дела, у женщины в сумочке мог быть такой тайник. Эта сумка стоит 6500 евро. И это тоже та сумка, цена на которую будет продолжать повышаться. Molto divertente e indossata, secondo me, è una borsa fantastica. Prova. Sì, molto bella. Это любимая сумочка владельца винтажного магазина. Вот, как вы считаете, мне идет? Кстати, модель называется 255, потому что Коко Шанель представила ее миру в феврале 1955 года. То есть название этой легендарной модели – это дата релиза. Этот стульчик от Луи Виттон сделала хозяйка этого магазина. Она сама нашла вот эти вот ткани, сшила такую попону, чтобы поставить на нее кошелечки и сумочки. Здесь наверху у нас Луи Виттон, Прада, Гуччи и так далее. Мир модного дома Луи Виттон особенный, потому что это классика, известная своей монограммой. Но помимо вот этого материала с принтом ЛВ, бренд также делает особые вещи в необычных ограниченных сериях. Вы, наверное, уже знаете, что вот это, пожалуй, их самая известная сумка. Это Говорит, что добавили вот этот ремешок чуть позже. Сначала эта модель сумки была без ремешка. Вот так-то. И это самая популярная, самая классическая форма сумки Луи Виттон. Эта сумочка стоит 1200 евро. Классическая сумка для путешествий. Стоит она 1400 евро. В ней внутри ничего нет. Можем, конечно, заглянуть, проверить, но, в общем, это сумочка для путешествий. Сумка эта стала известной, потому что очень много использовали ее в рекламе известных футболистов, режиссеров, актеров. Они все были в рекламе и ехали куда-то с вот такой вот сумочкой от Луи Виттон. Сумка стоит 590 евро, это Москино. Человек учился, между прочим, в одном университете со мной. Вряд ли я когда-нибудь выпущу, конечно, такие сумки, но все равно приятно. А это сумка для мужчин и для путешествий от Hermès. Она называется Ак и флаг, потому что в цветах флага. Эта сумка тоже для путешествий, она выполнена на базе Birkin. Отличие в том, что она выше. Разрабатывалась она для мужчин. Сколько она стоит? 16 тысяч евро. 16.000 евро. Что, вот такая у нас получилась экскурсия. Напишите в комментариях, какая сумочка запала вам в душу или о какой вы мечтаете. Может быть, мы сделаем заказ. Нас, кстати, пригласили еще раз зайти в магазин, когда привезут новинки, самые редкие по всему миру из крокодиловой кожи. В общем, у них периодически такое бывает. Напишите в комментариях, интересно ли вам было бы посмотреть. Ну и также мне будет очень приятно, если вы поставите лайк на это видео, если вам было интересно. А еще я жду вас в своем телеграм-канале, где море полезной информации о моде, о запуске собственного бренда одежды, пошаговая схема своего фэшн-бизнеса. И также я приготовила для вас гайд по модным трендам 2025 года. Ссылка под этим видео. Переходите, скачивайте. Он уже загружен в Телеграме, он абсолютно бесплатный. А у меня на этом все. С вами была Анна Куц.
Пока-пока.